Доброго времени суток. Хочу записать интро для людей, которые впервые. Если вы постоянный подписчик, можете просто в тайм-кодах там перелистать. Если вы впервые, вам лучше послушать, чтобы сэкономить ваше время. Значит, если подписчиков у меня почти 400, да, то уникальных пользователей больше 8000 и просмотров больше 20 тысяч. А что эти цифры говорят для меня? Что большое количество людей приходят впервые на канал, и они сталкиваются с непониманием, что за формат вообще видео. То есть, если написано какое-то название, сборка АПК из VSL, возможно, человек может прийти и искать, что здесь будет все об этом названии. Но это не так. Я прошу обратить ваше внимание, что вот здесь вот есть часть 30 сериала по созданию мобильного приложения. Да? То есть, если вы вклиниваетесь сразу в 30-ю серию, то вы не поймете, почему Хулио ненавидит Иглесиаса, да, и почему какой-то там другой персонаж там влюблен в какую-то другую героиню, да. Поэтому, если вы приходите за конкретным решением, здесь его часто нету. Я категорически против инструкций. Да, у меня бывают какие-то исключения, что я записываю там, допустим, 10 правил гигиены, но почему я их записал? Потому что я где-то неделю работал дистанционно, самостоятельно, и не выкладывал видео, и я записал все эти правила вместе за предыдущие видео. Но что я считаю, что максимально обучает? Максимально обучает это вот живые стримы. То есть, что есть тот канал, на который вы попали, это я веду реальную разработку, и я даю возможность вам подглядывать за моей жизнью. Вот где-то вот так вот. То есть, если в одном видео есть у меня где-то 5 прикольных вещей, которые там я с чем столкнулся, что приходилось как-то разрешать, то мне необходимо для названия выбрать что-то одно и показать его. Поэтому, когда вы будете просматривать видео, с одной стороны, это видео не будет полностью об этом, и в этом видео будет больше, чем только в названии. А какой формат будет подходящим для вас, если вы его примете? То есть, если вы примете, что вот так вот стримы, видеозаписи без купюр, они действительно для вас обучающие, более ценные, чем просто инструкции, потому что инструкцию записывает человек, который разбирается, допустим, в программировании, у него настроена среда не такая, как у вас, и знания у него не такие, как у вас, он выполняет какие-то действия, и у него получается результат. А если вы хотите, чтобы у вас получился результат, вот я снимаю вот такие вот обучающие стримы видео, где вы нарабатываете вашу личную компетенцию в IT-продуктах, в создании своего IT-продукта. То есть, если вы посмотрите все видео сначала, вы сами сможете веб-кодить. То есть, вот это мой посыл, мой майндсет, моя цель, что я здесь делаю и что я стараюсь показывать. Это продолжение видео по мобильной разработке. Как лучше всего смотреть? Если вы новичок в веб-кодинге, то лучше просто взять из самого начала, просто смотреть все видео с самого начала. То есть вот просто вот брать и смотреть, я не знаю, я под еду что-нибудь смотрю, то есть 20 минут я кушаю, и вот я что-нибудь смотрю. Вот эти видео, мой канал, это не какие-то инструкции, которые можно посмотреть и побежать что-то внедрять. Это 5, 6, 7 каких-то интересных моментов в одном видео, которые показаны
невозможно все вынести в анонс, в эту картинку. Да, в описании там есть что интересное и что можно посмотреть. Но, я бы не настраивался, что вот посмотрел и все. Это вот просто как сериал. Кушаете, включили, 20 минут посмотрели, все, отложили. Приблизительно где-то вот так. А сегодня это продолжение мобильной разработки, и если вы вклиниваетесь не сначала, то я не думаю, что это правильно. То есть вам нужна какая-то предыстория, то есть какие главные герои есть, какие у них взаимоотношения, кто кого любит, кто кого ненавидит. И это все вы заходите просто в плейлист, или вы просто сканируете вот этот вот QR-код здесь и сразу переходите в нужный плейлист. Если вы с ноутбука, то плейлист и здесь, и здесь, и здесь, и здесь. Так, здесь листаю. Или просто вот создание гибридного мобильного приложения. То есть мы находимся вот здесь вот. Здесь сейчас 29 видео. И вот мы продолжаем вот эту серию. Я работаю только в том окружении, которое я показал, как настраивать. И вот плейлисты. И здесь вот установка и настройка окружения. Вот здесь вот есть все видео по тому, что, как, где я работаю. И вы можете у себя настроить полностью ту же самую среду. Вы можете сканировать этот QR-код, либо вот просто зайти с компьютера плейлисты и вот установка, настройка окружения для веб-кодинга. Если говорить о том, связан ли как-то я с инвестициями, то я бы, наверное, сказал, что сейчас я чуть-чуть меньше связан с инвестициями, но при этом мне нравится организовывать хакатон, и первый уже прошел. К сожалению, не так, давайте глянем, не так много стран русскоговорящих принимало участие, и мне приходилось общаться на менторских сессиях только на английском языке. Вот страны, которые были или судьи, менторы, или участники. И вот там 1, 2, 3 место по бизнес-успеху и по влиянию на мир. Если вы желаете принять участие, то, пожалуйста, переходите на сайт и заполняйте регистрацию, и переходите вот сюда вот в Discord. И переходите в соответствующий месяц для того, чтобы участвовать. Ну что, теперь к нашей разработке. Так, продолжаем мобильную разработку. Мне бы сегодня хотелось все-таки остановиться с разработкой и попытаться сделать какие-то шаги по публикации. Зайди, пожалуйста, в мой профиль, где мы там занимаемся публикацией мобильного приложения. Так, пусть он мне натыкает, а то я не особо помню, где это. Там что-то Google консоль. Натыкаем. Натыкай мне Google консоль. Так, здесь у меня, по-моему, другой аккаунт. Итак, мы уже внутри. Мне нравится такой вот больше вид. Это приложение я там установил. Так. Давайте лучше будем действовать через, может быть, клауды десктопные.
Здесь я выбираю мой проект, в котором работать, и я ему просто надиктую, что надо сделать. А мне уже надоело заниматься разработкой, я уже хочу публиковать приложение, как-то сделать шаги именно в этом направлении, а то мне уже надоело разрабатывать, хочу публиковать. Помоги мне в этом выполнить необходимые действия. Вот. Ну, многие мне говорили, да, там, почему я не использую Whisper, почему я не использую Handy. Ну, вот Handy у меня установлен, но я его не хочу использовать. Не нравится. Распознавание у GPT-чата идеальное, и если я... Ну, это не пользует мои ресурсы моего компьютера, если коротко. То есть Whisper Large там прикольный, хороший, большой. Можно его использовать, но... Так, понял. Давай переключимся с разработчика на публикацию, чтобы сделать... Я тебя не вижу в браузере. Я хочу, чтобы ты работал в браузере Blogger. Может, придется выйти из другой учетной записи, чтобы он не путался. Потому что он, бывает, подключается просто к Chrome, и он не может разграничить, где находится какой из пользователей. Ну, а я хочу вам показывать это все, поэтому я хочу, чтобы в этом пользователе все было. А почему так настроена изоляция искусственного интеллекта по GitHub, чтобы они не могли превозмогать мои ограничения по CI, потому что они делали, потом что-то уперлись, и им задачу выполнить важнее, они такие, окей, мы админы, поэтому мы bypass rule, превозможем все правила и смерджим. Вот, и чтобы такого не получалось, то пришлось им создать отдельный аккаунт в GitHub, подключить их как пользователя в организацию. Ну, в общем, такие вот действия пришлось делать. Так, если верить ему, да, вроде бы он уже действительно здесь и начинает что-то делать. Он вначале что-нибудь делает, а мы пока можем глянуть само приложение. Может, там нужно что-то разработать. Мы параллельно будем разрабатывать. Это отзеркаливание реального устройства. Мы начинали изначально из ExpoGo, а потом уже пришли непосредственно к живому устройству и к раунд-трип тестированию. Живое устройство, живой сервер, что ничего не упало после того, как сделаны изменения. Вот, но он там что-то шевелится. Мы его сделаем маленьким, чтобы мы понимали, что он там что-то делает и что что-то еще происходит. Так, это вообще ничего не видно, что он что-то пишет. Вот, что он что-то тут делает. Открою приложение. Ну, а мы пока поковыряемся в самой приложухе, которую строим. Так, это лупа включена. Да, не знаю, может быть, я какой-то подслеповатый, мне уже это лупа для меня. Так, а почему Files, Settings и контакты, они не приближаются? То есть кто-то накатил правки, и это не сработало. Так, мы загружаем Ubuntu, потому что здесь в Linux такое же окружение, как на сервере, и такое же окружение, как на GitHub. Представляете, правительство закрыло доступ к этой модельке. Причем даже не только
не только для других стран, а даже для неграждан, находящихся внутри США. Вот такие вот штуки. Ну, я бы все равно им не пользовался, потому что даже с опусом мне с головой хватает, и если этот Fable 5 от антропиков еще в 2 раза прожорливее, то мне это точно не нужно. Окей. LSMD. Показать просто список всех MD-шек, которые находятся в корне. Разве онбординг у нас называется? Покажи все MD в корне. А почему не включился bypass permission? Этот пока изучает наше приложение, то мы там чуть-чуть разработкой займемся. А я вижу, что ты спрашиваешь у меня какие-то разрешения, а у тебя же должно быть локально прописано bypass permission. У тебя bypass permission прописан или нет? Я его как-то не вижу здесь. Если нет, то обязательно пропиши это первое действие. Так, идем к такому вот home, меня. У меня как-то слетела, получается, вся моя инфраструктура. Хорошо, что я коммитил. То есть на гите, во всяком случае, все залито. Так. Как я не люблю настраивать окружение. Хочется уже кодить, хочется публиковать и уже взаимодействовать с живыми пользователями, а не заниматься настройкой окружения. А bypass режим не включен, поэтому мне необходимо перезапустить. Вы видите здесь все нажатые клавиши. Ну а вот так вот мышкой я показываю CD меня, клауды. Вот bypass permission уже есть, а здесь его нету, то есть здесь мы рубим сессию. Барабанная дробь LSMD. Может, там я и не в ту папку как-то зашел. Да, наконец-то, все хорошо. Ой, я так волноваться начал. Да, во всяком случае, все наше создано. И все на месте, и bypass режим, и MD наши, и проект на Linux. Так что хорошо. Давайте посмотрим, что там наш клауды скажет нам десктоп по разработке, по публикации. Много всего написал.
полный чек-лист зафиксирован. Прежде чем кликать дальше, мне нужно понять, какие материалы у тебя уже есть в проекте. Политика приватности, скриншоты, иконка, собранный АБ. Чтобы не делать двойную работу, запущу разведку по репозиториям параллельно с просмотром консоли. Разведка дала полную картину. Вот честный статус, где ты на самом деле находишься на пути к публикации, где ты сейчас. Так, по какому треку выпускаем первый релиз? Быстро, без ревью Google. Приложение устанавливается до 100 тестеров за часы. Проверяешь все на реальном устройстве, потом продакшн, сразу продакшн. Полное ревью Google 7 дней. Строго для сейфти приложений с аудио, гео. Быстрее в прод, но выше риск отклонения и долгих правок. Closed test, закрытый трек. Промежуточный вариант. Больше тестеров по email группам, легкое ревью. Полезно, если нужен production access без полного риска. Я бы, наверное, closed testing. Ну, давайте вначале почитаем, что он там написал. Не люблю эту выбиралку. Такое ощущение, что меня ограничивают в выборе. Так, аккаунт Fiber LLC верифицирован, приложение .com меня app создано, статус драфт черновик, категория контакты, заполнены 1 из 11 задач, тексты листинга, иконка, 49 скриншотов, политика приватности, черновик уже написанный, лежат в меня сервер 2 docs. Что реально блокирует публикацию, 4 вещи. Политика приватности не размещена в вебе. Угу. Так, получается, нам необходимо закоммитить это в веб, да? У нас вроде бы настроено какая-то там CI/CD, что если деплоится на правильный гитхабовский, то оно сразу заливается на сайт. Future график отсутствует, я могу сгенерировать. А что такое Future график? Это скриншоты из приложения. По-моему, там их надо 4 штуки. Пусть пояснит, что такое Future график для начала. Люблю понимать, что мы делаем. Нет АБ, да, еще нет. Да, есть только АПК, да. Для Play нужен App Bundle, нужна сборка через EAS Expo, облако 15 минут или локальный Gradle. Требует тебя нет тест-аккаунта для ревьюеров Google. Приложение за логином плюс backend API. iWaskidnapped.com должен быть живой, нужна твоя инфа. Ну, да, API-шка живая. Что я могу заполнить в консоли прямо сейчас без зависимостей? 7 из 10 оставшихся задач. ABS нет, Target Audience 18+, Government Apps нет, Financial нет, Health нет, Content Rating анкета, Data Safety, таблица уже готова в доке. Прежде чем я начну кликать и сабмитить формы, 3 решения. Так, ну вначале поспрашиваем, что он будет делать, запустим, чтобы он работал, и запустим разработчиков, чтобы они уже делали что-нибудь полезное, классное. Понял, остановлюсь и жду твоих указаний, ничего в консоли не меняю, браузер-блогер подключен, открыто, начни с... ну он просто еще, да, вот это ответ. Поясню, что это почему Feature график, по-русски рекламный баннер. Это горизонтальная картинка ровно
такого-то размера, PNG, JPEG, которую Google Play показывает вверху страницы приложения и в промо-блоках. Например, если приложение попадет в подборку, это обязательный элемент, Story Listing, без него Play не даст опубликовать листинг. Это не иконка и не скриншот. Не скриншот, отдельный ассет. Окей. Дай проверить, действительно ли его нигде нет, вдруг разведка пропустила. Да, его точно нету. Подтверждаю, нету. Так, хорошо. Важная находка, относится к твоему вопросу. Текущий icon — это дефолтный placeholder. Серая сетка с... Ну да, это фигня. Так, давайте мы ему дадим почитать, как мы вообще работаем. Это у меня автоматизация YouTube студии.